Это кадры из Турции, там продолжаются массовые протесты. Кроме этого, в выпуске Зеленский поговорил с Трампом. Дроны атакуют Россию и Украину, а Дзюба стал лучшим нападающим в истории российского футбола. Это новости «Воздух» на Ходорковский лайв. Ставьте лайки, и мы начинаем. Дональд Трамп в среду провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским. Оба остались довольны. Трамп написал в своих соцсетях, что разговор был, цитата, «очень хорошим». Зеленский в Твиттере назвал его, еще одна цитата, «позитивным, очень содержательным и откровенным». Зеленский также рассказал, что пошел навстречу Трампу и обещал прекратить удары по российской энергетической и другой гражданской инфраструктуре. Кроме того, Украина приняла предложение США о безоговорочном прекращении огня на линии фронта. С американской стороны разговор президентов прокомментировала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт. По ее словам, Зеленский попросил у США дополнительные системы ПВО, особенно зенитные ракетные комплексы «Патриот». Трамп обещал узнать, что из этого доступно в Европе. Также Белый дом распространил заявление от имени госсекретаря Марко Рубио и советника по национальной безопасности Майка Уолтса. В нем упоминается Курская область. Трамп и Зеленский согласились активно обмениваться информацией между оборонными штабами по мере развития ситуации на поле боя. Также разговор шел об украинских атомных станциях. Трамп заявил, что США могли бы очень эффективно ими управлять. Я процитирую. «Американское владение этими станциями было бы наилучшей защитой этой инфраструктуры и поддержкой для украинской энергетической инфраструктуры». Конец цитаты. В ближайшие дни представители США и Украины встретятся в Саудовской Аравии, где обсудят прекращение огня на Черном море как этап перехода к полному его прекращению. Ранее Трамп говорил с Путиным, однако тот прекращать обстрелы явно не торопится. 19 марта при обстреле Купянска Харьковской области погиб мужчина. Авиабомба попала в частное домовладение. Об этом сообщил глава украинской администрации Харьковской области Олег Синегубов. Это был второй удар по Купянскому району за сутки. Ранее при обстреле пострадали мужчина и пожилая женщина. В Запорожской области в результате обстрела ранены двое, а в ночь на 20 марта дроны массово атаковали Крапивницкий в Кировоградской области. Местные СМИ пишут, что в городе раздалось не менее 30 взрывов. По данным местных властей, пострадали 8 человек, один из них в тяжелом состоянии, у него ожоги 90% поверхности тела. Среди раненых также есть ребенок. В свою очередь ВСУ ночью и утром 20 марта атаковали Саратовскую область. В столице региона возник пожар, предварительно сгорел частный дом. Губернатор Роман Бусаргин заявил, что пострадавших нет. Также пострадал город Энгельс, там двое раненых. Частично разрушены 2 детских сада и городская клиническая больница. Всего, по данным Минобороны, над областью было сбито 54 дрона. Бусаргин назвал эту атаку самой массированной за все время. Всего же, судя по сводке Минобороны, Россию этой ночью атаковали 132 беспилотника. Россия и Украина провели обмен пленными по формуле 175/175. В российском Минобороны также сообщили, что Россия, цитата, «в качестве жеста доброй воли передала 22 тяжелораненых военнопленных, нуждающихся в срочной медицинской помощи». Конец цитаты. Российские пленные пока находятся в Беларуси, украинские военные уже в Украине. Посредником в обмене выступили Объединенные Арабские Эмираты. Смертельное ДТП в Дагестане. На трассе Астрахань-Махачкала столкнулись «Газель», КАМАЗ и микроавтобус «Мерседес Спринтер». Погибли 4 человека, водитель «Газели» и «Мерседеса», а также 2 пассажиров микроавтобуса. 4 человека пострадали, их доставили в больницу. По предварительным данным, виновником смертельной аварии был водитель «Газели». Он выехал на встречку. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Вода затопила сотни домов в Красноярском крае. Это кадры из города Минусинск. Там живет около 70 тысяч людей. Жителей пострадавших домов эвакуируют в пункты временного размещения. Движение транспорта остановлено. Все дело в паводке на реке Минусинка. Он начался из-за нетипично теплой для этого региона погоды, которая наступила внезапно. Сегодня в этом восточно-сибирском городе ожидается до плюс 17 градусов. Метеорологи предупреждают, что паводок может продолжиться. 17 лет колонии особого режима получил таксист из Казани. Разбой, фальсификация документов, покушение на убийство и убийство, совершенное с корыстными целями. Во всем этом Верховный суд Татарстана признал виновным Игоря Зубрилина. Мужчина предлагал своим пассажирам воду, в которой растворял снотворное. А задержали его случайно. При проверке документов он показал полицейским поддельный паспорт, когда уже находился в розыске.
Армия обороны Израиля начала новую наземную операцию в секторе Газа. В пресс-службе Цахала заявили, что у подразделений стоит задача организовать буфер между северной и южной частью Газы. Кроме того, совместно со службой безопасности Шабак военные продолжают уничтожать террористов и инфраструктуру группировки Хамас с воздуха. Накануне в армии обороны Израиля рассказали о ликвидации еще 6 высокопоставленных боевиков за последние несколько дней. В Турции продолжаются масштабные протесты из-за ареста главного оппонента президента страны Эрдогана Экрема Имамоглу. Накануне мэр Стамбула Имамоглу был задержан по обвинениям в коррупции и сотрудничестве с рабочей партией Курдистана. Протесты вспыхнули мгновенно. Эрдоган ввел временный запрет на митинги, но к вечеру на улицах Анкары и Стамбула были десятки тысяч протестующих. Демонстранты прорывали кордоны полицейских и вступали с ними в стычки. Толпа скандировала «Президент Имамоглу» и «Правительство в отставку». Полиция применила дубинки и слезоточивый газ для разгона демонстрантов. Протест проходил и в домах. Жители Стамбула стучали кастрюлями и сковородками из окон. Скоро в Турции должны пройти праймерис, и Эрдоган пытается избавиться от своего главного соперника в предстоящих в 2028 году президентских выборах. Причем Имамоглу не только арестовали, Стамбульский университет аннулировал его диплом. Без высшего образования он не может стать кандидатом в президенты. 3 года назад, перед предыдущими выборами, Эрдоган уже пытался посадить своего оппонента. Тогда Имамоглу приговорили к 3-летнему сроку, но после массовых протестов приговор был отменен. Сборная России по футболу победила в товарищеском матче сборную Гренады со счетом 5-0. Российские СМИ активно используют слово «разгромила», как будто бы играли с Италией, а не с 174-й командой в мировом рейтинге. Но на этом матче свой 31-й гол забил капитан сборной Артем Дзюба. Теперь он возглавил рейтинг лучших бомбардиров в истории России, обойдя Александра Киржакова. Впрочем, качество рекорда Дзюбы тоже вызывает вопросы. 9 голов он забил в 2019 году, с 22 по 24 не забил ни одного, а чаще всего он поражал ворота таких выдающихся сборных, как Лихтенштейн, Сан-Марино и Сербия. Это все новости к этому часу. Подписывайтесь и ставьте лайк, так это видео увидит больше людей. Меня зовут Василий Азаров, это были новости «Воздух». До встречи.